Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал Z Handmade. Это первая часть видео мастер-класса «Шарик из Простоквашино». Такая игрушка в длину получается 35 сантиметров. Валенки и шапка-ушанка съемные. Ножки, туловище, голова вяжутся одной деталью. Ручки, ушки ввязываются по ходу вязания, а хвостик вяжется отдельно и потом пришивается к туловищу. Итак, давайте я вам расскажу, что нам понадобится для вязания такого песика. Нам понадобится плюшевая пряжа. Я вяжу плюшевой пряжей Гималая Dolphin Baby. В одном мотке такой пряжи 100 грамм 120 метров. Основной цвет коричневый, и его нам понадобится больше одного мотка. На этот раз я буду вязать коричневым цветом под номером 80366. Для первого шарика я использовала коричневый цвет под номером 80370. Изначально я думала, что на вязание шарика у меня уйдет всего лишь моток плюшевой пряжи, поэтому я купила сразу два мотка того коричневого цвета под номером 370, но по итогу у меня ушло больше одного мотка, и когда я поехала покупать для второго шарика, хотела таким же цветом 80-370 вязать, но, к сожалению, ни в одном из магазинов, в которых я покупаю, в городе Кемер, в городе Анталия, этого цвета не нашлось. Раскупили его быстро, потому что он очень такой красивый, бархатно-коричневый. А вот эти вот два моточка я покупала для вязания чебурашки. Вот. Хотя тоже еще не знаю, уложусь в один моток при создании чебурашки или же тоже понадобится больше одного мотка. Но это совсем другая история. Итак, тот цвет, который я изначально покупала для чебурашки, буду на этот раз использовать для вязания шарика. Это основной коричневый цвет. Далее для вязания мордочки, грудки, стоп и ладошек нам понадобится бежевая пряжа под номером 80333. Немножечко ее понадобится. Для вязания валенок я использовала цвет серый 80320 для валенок и для шапки-ушанки. И еще для шапки-ушанки понадобится цвет такой вот светлый туркуаз под номером 80347. Эти вот два цвета я использовала для того, чтобы шарик сочетался с котом Матроскиным, потому что кота Матроскина я вязала этими цветами, чтобы они друг с другом гармонировали. Итак, далее нам понадобятся крючки. Основной крючок у меня это под номером 5, крючок-помощничек меньшего размера под номером 2, ножницы, маркеры для отметки новых рядов. Я использую не плюшевую пряжу, вот такой вот кусочек, мне с ней удобнее работать. Далее нам понадобится не плюшевая пряжа для того, чтобы пришивать грудку, мордочку. Я вот использовала не плюшевую пряжу бежевого цвета, такого нейтрального. Можно и швейную нить использовать для этих целей. Далее нам понадобится немножечко не плюшевой черной пряжи для вышивания вот этих вот точечек на мордочке. Понадобится швейная игла с большим ушком, кусочек плюшевой черной пряжи для вышивания бровей, глазки на безопасном креплении. Я использовала размер 20 миллиметров, цвет медный. И на этот раз я буду использовать готовый носик. Я его приобрела в магазине. Для первого песика у меня не было в наличии готового носика, поэтому я его вышивала черной плюшевой пряжей. У меня ушло где-то 2,5 или даже 3 метра на то, чтобы полностью вот так вот его заполнить, чтобы он вот такой вот получился. Размер вот этот вот, допустим, носик, который я вышивала, получился 3 на 3,5 сантиметра. А вот этот вот готовый я не замеряла, но он где-то приблизительно такой же, там чуточку меньше. И еще нам понадобится прорезиненная вот такая вот веревочка для того, чтобы фиксировать шапку-ушанку на голове игрушки. Это, конечно, можно сделать и лентой, и связать цепочку из воздушных петель, плюшевой или не плюшевой пряжи. Это уже будет на ваше усмотрение. И нам понадобится наполнитель. Итак, давайте приступим к вязанию.
Вяжем ушки, но прежде чем мы начнем вязание ушек, хочу сообщить новичкам моего канала, если вы хотите, чтобы размеры ваших игрушек совпадали с размерами моих игрушек, то вам нужно будет обязательно посмотреть мое коротенькое видео, которое называется «Два способа вязания крючком. Плюшевая пряжа». В том видео вы узнаете, каким размером крючка вам лучше вязать при вашем способе вязания. И еще рекомендую посмотреть мое второе видео, которое называется «Вязальное видео шпаргалочка». Там вы найдете для себя много чего полезного, что пригодится при вязании данной игрушки и при вязании всех остальных амигуруми игрушек. Итак, берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2 и 6 столбик без накида. Провязали первый ряд, следующий ряд второй. В этом ряду провяжем 6 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, новый ряд можно отметить маркером, следующий ряд третий. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд четвертый. Этот ряд вяжем без изменения, 18 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд пятый. В этом ряду вяжем так: 2 столбика без накида плюс 1 прибавка. Так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили, следующие 7 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 24 столбика без накида, с 6 по 12 ряд включительно. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 13. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 4 столбика без накида, 2, 3, 4. Далее вяжем одну убавку, провязываем 2 петли вместе за передние стенки. И так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 20. Провязали, следующие 2 ряда, 14 и 15, вяжем без изменения. В каждом ряду по 20 столбиков без накида. Провязали, следующий ряд 16. В этом ряду вяжем так: 8 столбиков без накида, 2, 3, 8 плюс 1 убавка. Такую комбинацию повторим еще один раз, и итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 17. Этот ряд мы вяжем без изменения, 18 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 18. В этом ряду вяжем так: 7 столбиков без накида, 2, 3, 7. Далее вяжем одну убавку. И так повторим еще один раз. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 16.
Провязали следующий ряд, 19. Этот ряд мы вяжем без изменения, 16 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 20. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 6 столбиков без накида, 2, 3, 4, 5, 6. Далее вяжем одну убавку. И так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 14. Провязали, новый ряд отметили. Следующие два ряда, 21 и 22, вяжем без изменения. В каждом ряду по 14 столбиков без накида. Провязали следующий ряд, 23. В этом ряду вяжем так: 5 столбиков без накида, 2, 3, 4, 5, плюс 1 убавка. Так повторим еще один раз. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали следующий ряд, 24. Его вяжем мы без изменения, 12 столбиков без накида. Провязали следующий ряд, 25. И в этом ряду мы провяжем всего 2 столбика без накида, для того чтобы наше вязание при сложении, мы сейчас его вот так вот сложим и провяжем вместе, чтобы оно сложилось равномерненько, чтобы ничего не скручивалось. Итак, маркер мы можем уже убрать. Складываем наше вязание пополам и вот эти вот два ряда провяжем вместе. Провяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. Крайний столбик я провяжу крючком меньшего размера, чтобы он был более аккуратным. На конце у нас остались 3 петли. Сначала заводим крючок в 2 петли, которые находятся друг напротив друга. Протягиваем рабочую нить. Далее заводим крючок в крайнюю беспарную петлю. Проводим сквозь нее рабочую нить. На крючке у нас 3 петли. Провязываем их вместе. Рабочую нить протягиваем и отрезаем, оставляя небольшой хвостик, который мы спрячем вовнутрь ушка. Одно ушко у нас готово, второе ушко вяжем точно так же и продолжим наше вязание уже в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть видео мастер-класса «Шарик из Простоквашино». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!